Друзья, привет! Рад видеть вас сегодня на нашем канале Алга Петербург. Всегда приятно ваше внимание, ваши лайки и комментарии. Это все помогает нам каждый день выходить в эфир, заглядывать в Инстаграм, ну и ваши комментарии. Это удивительное место встречи и приятного общения. Кстати, так же, как и наш Телеграм. Да, у нас теперь есть Телеграм, в котором мы теперь будем рассказывать о всех самых интересных новостях. Ссылка в описании. Подписывайтесь. И также обязательно зайдите к нам на канал Дневник Алани. Там тоже планируем ряд интересных проектов. Но сначала хотелось бы, чтобы там собралось 5000 подписчиков. Поэтому обязательно подпишитесь. Ну и, конечно, вы знаете, что сейчас мы работаем без монетизации. А впереди у нас поездка в Казахстан. Так что ваша поддержка для нас тоже как никогда. Кстати, все реквизиты вы видите сейчас на экране. Ну и также найдете в описании. Ну а теперь к новостям. Turtle Fest в Алматы собрал рекордное количество участников. Республиканский спортивный фестиваль Turtle Fest по подтягиваниям на турнике проводится во всех регионах Казахстана с 10 июля по 6 сентября. И в Алматы у Дворца Республики прошел третий фестиваль по подтягиваниям на турнике. На данный момент Алматы лидирует по количеству участников – 623 человека. Также в городе зафиксировано максимальное количество подтягиваний – 40 раз. Это позволило Алматы обойти рекорд победителя из города Конаева – 37 подтягиваний. Правило для всех 20 городов-участников фестиваля единое. Достаточно правильно подтянуться и больше всех. Дополнительно хочу отметить, что на открытии соревнований выступил наш большой друг, руководитель фонда поддержки талантов Дара Нурлан Коенбаев. Да, друзья, действительно, подобные мероприятия дают отличный пример для молодежи и правильный посыл, правильное воспитание, ведь, как известно, в здоровом теле здоровый дух. И поэтому всем нужно обязательно заниматься спортом. Молодцы организаторы, красавцы атлеты, ну и, конечно, огромный привет нашему большому другу Нурлану Коенбаева. Ну, я должен сказать, что на самом деле 40 раз это что-то невероятное. Столько, наверное, могут подтянуться только казахи. Кстати, я тут тоже попробовал подтянуться, но это смотрите в нашем Инстаграм и в Телеграм. Школьник из Казахстана получил гранты на 352 тысячи долларов для обучения в международных вузах. 17-летний Арслан Кенбаев получил приглашение от азиатских университетов в Южной Корее и в Гонконге. Сумма всех грантов составила 352 тысячи долларов. В итоге казахстанец выбрал корейский университет KAIST. Арслан родился и вырос в Алматы. С детства он увлекался наукой, технологиями, чем сильно порадовал родителей, так как они тоже очень любят математику. После поступления в республиканскую физико-математическую школу Арслан вступил в школьный олимпийский резерв и начал углубленно изучать физику, чтобы участвовать в соревнованиях. Несмотря на огромный интерес к своей персоне, парень сохраняет присущую многим казахстанцам скромность. Он говорит так: конечно, есть желание вернуться в Казахстан, но это не стремление всей жизни. Я бы хотел быть полезным для всего мира. Возможно, это звучит слишком амбициозно, но почему бы не представить себе такую цель? Как вам, друзья? Мы наблюдаем все больше и больше талантливой молодежи из Казахстана, которые вполне серьезно настроены принести пользу не только Казахстану, но и поделиться своим талантом, своими навыками и знаниями со всем миром. Это мы сейчас видим и в культуре, и в спорте, и в науке, во многих областях. Наверное, вы все понимаете, но я все равно скажу, что, друзья, это невероятно круто. Я сейчас очень серьезно. Это невероятно, что такое количество талантов прямо сейчас появляется. Это действительно настоящий феномен. Это огромная работа, которая сейчас дает вот свои плоды. Ну а мы с огромной радостью и гордостью наблюдаем за тем, как это происходит. Алга, Арслан, я верю, у тебя все получится. Только Алга. Еще один удивительный казах поразил всех на международной олимпиаде по географии. Ученик 12 класса НИШ Санжар Хамиев принес Казахстану золотую медаль на международной олимпиаде по географии IGEO 2022. За всю историю участия Казахстана в этой олимпиаде это уже второе золото, причем не просто второе, а второе подряд. Но интереснее, конечно, и то, что Асхат Аймагамбетов, министр образования Казахстана, рассказал, что по поручению президента Санжар получит премию в 4,5 миллиона тенге и возможность поступать в любой отечественный вуз без сдачи ЕНТ. ЕНТ – это такой единый экзамен, который проводится в Казахстане. Расскажу немного, чтобы вы понимали, насколько это серьезно. Олимпиада проходила дистанционно в Париже и собрала 216 юных географов из 54 стран мира. Участники соревновались в письменных и мультимедийных тестах и заданиях. Сам вундеркинд признается, что география – это его любимый предмет, а Олимпиада стала для него возможностью показать свои знания. Также надо сказать, что большую помощь в победе ему оказал Руслан Валеев.
победитель прошлогодней Олимпиады. Сам Санджар объясняет свой успех так. Он не переставал усердно заниматься, начиная с 9 класса. И он поставил перед собой мечту хотя бы раз поучаствовать в Айгео. И, конечно, в его жизни были моменты, когда он хотел опустить руки, но в итоге добился большого успеха. А когда увидел результаты, сначала даже не поверил, чего он достиг. Ну что же, надо снова сказать, что во-первых, терпение и труд все перетрут. Ну а во-вторых, очень важно, когда в раннем возрасте человек понимает, где же его предназначение, находит то, чему он хочет посвятить свою жизнь. И именно благодаря этому человек может достичь успехов. Можно сколько угодно заставлять ребенка делать то, что ему не нравится, но по-настоящему правильный подход – это помочь найти то, от чего он будет получать удовольствие. И тогда уже все остальное – это вопрос удачи. В общем, молодцы преподаватели, родители, ну и, конечно, сам Санджар красавчик. А самое интересное, у него еще очень многое впереди. И, надеюсь, он поможет землянам больше узнать о нашей планете. Все-таки еще столько всего неизведанного есть в нашем мире. И приятно осознавать, что когда-нибудь такие люди, как Санджар, смогут найти ответы на все самые даже сложные вопросы о нашем доме, о планете Земля. Ну и в завершение забавная новость из Туркестана. В Туркестанской области стоит такая жара, что местные жители могут готовить еду прямо на улице, прямо на асфальте. Видео, как мужчины жарят на асфальте яичницу, появилось в сети. И там прямо на трассе греют сковородку и потом готовят на ней яичницу. Сейчас во всем мире на самом деле аномальная жара, ну и Казахстан, безусловно, не исключение. На юге и юго-востоке Казахстана сохраняется очень сильная жара. 40-45 градусов. Ну и, безусловно, подобное видео не могло вызвать интерес в сети. И, конечно, в комментариях кулинарам подсказывают, что можно было пожарить не на проезжей части, чтобы не мешать автолюбителям, да и просто, чтобы пыль с дороги не нарушила рецептуру блюда. Ну а меня на самом деле это видео вдохновило на такой же эксперимент, но уже на пляже Клеопатра, потому что песок тут тоже сейчас очень сильно нагревается, не на шутку. И если вы хотите, чтобы мы что-нибудь на песке приготовили, например, турецкий кофе, пишите в комментариях, и мы это сделаем. Друзья, вот такие вот у нас сегодня новости. Заходите в Телеграм, заходите в Инстаграм, подписывайтесь на дневник Алании. А у меня на этом все. Скоро увидимся. Всем пока! Yes!